Теперь приступаем к ушам. Вяжем кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко, ставим маркер. Второй ряд. Вяжем 6 прибавочек. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Следующий третий ряд мы провязываем столбик без накида, прибавочка. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Довязываем этот ряд, и следующие 3 ряда с 4 по 6 мы будем провязывать по 18 столбиков без накида. Седьмой ряд. Провязываем столбик без накида, убавочка. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Так, столбик. Восьмой ряд. Провязываем 12 столбиков без накида. Вырежешь здесь. До сюда. Так, и следующий 9 ряд мы провязываем убавочки. У нас получится 6 столбиков без накида. Вот такое ушко у нас получилось. Вязали 6 убавочек. Все. Обрезаем ниточку и оставляем такую, чтобы можно было потом пришить. Вот. Наше ушко готово. Такое забавное. Второе ушко вяжем самостоятельно. Вяжем глаз. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида.
Стягиваем колечко. Обрезаем ниточку. Если будете пришивать, оставляйте ниточку такую, чтобы можно было пришить. Вытаскиваем. Колечко стянули. И здесь мы делаем такую непрерывную косичку. То есть вот в крайнюю. Вернее, в первую это у нас получается была первая. Выводим. Так. И теперь хватаем здесь за одну стеночку. Не знаю, как объяснить, я надеюсь, вы все увидели. И вот у нас получается замкнутый круг, видите? Все, здесь узелочек, и на этом заканчиваем. Глазика нам надо 2. Естественно. Вяжем ножки и ручки. Они у нас будут одинаковые. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко и ставим маркер. Первый ряд мы закончили. Второй ряд. Провязываем 6 прибавочек. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду мы будем провязывать 3 столбика без накида, прибавочка. И в конце у нас получится 15 столбиков. Так, довязали третий ряд. И следующие 3 ряда, 4, 5 и 6, мы провязываем по 15 столбиков без накида. Седьмой ряд. Провязываем 3 столбика без накида. Убавочка. И так 3 раза. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Восьмой ряд провязываем 2 столбика без накида, убавочка. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. Тут такое мелкое вязание начинается. Есть, вяжут такие вообще миниатюрные штучки. Не знаю, как у них это получается. Такие пальчики должны быть. Так. Провязали.
Теперь самое время добавить холофайбер. Так, и переходим к 9 ряду. Провязываем столбик без накида, убавочка. В конце ряда у нас будет 6 столбиков. Так, и провязываем 10 ряд 3 убавочки. Эту ниточку уже можно убрать. Так, опять мои мутарства. То есть вот крайний вот этот ряд, конечно, для меня. И здесь я уже провязываю не столбик, в принципе, я так соединительным закрываю. Обрезаем ниточку, вытаскиваем, так, стягиваем, и я эту ниточку прячу в серединку. Так. Вот у нас какая ножка получилась, или ручка. Теперь смотрите, крючком вот здесь вот за верхние самые петельки цепляемся, видите? Вот так она у нас висит. Теперь берем ниточку одну короче чуть-чуть, видите? Ну, вот так вот будет, я не знаю, сколько здесь, сантиметров 15, да? И заводим ниточку вот сюда, выводим. У нас получается петелька. И теперь смотрите, ниточка, которая короче, я накидываю на крючок, а второй ниточкой я протягиваю сразу 2 петельки. И снова накидываю и протягиваю. Так мы делаем 10 раз. Вот 2 раза. 3. 4. 10. И теперь вот эту коротенькую ниточку я пропускаю в петельку. Все. Вот у нас получилась ножка. Переходим к самому интересному, к оформлению нашей мордочки. Значит, смотрите, на белые вот эти глазки, которые мы с вами вязали, я приклеила 0,5 у меня глазки вот эти вот такие клеевые. Вы можете, в принципе, если нет таких глазок, можете пришить бусинку, можете сделать французский узелок, в общем, как-то выделить вот эту вот черный зрачок. И теперь смотрите, вот у нас мордочка такая, видите, выгнутая. И вот здесь у нас, получается, глазки должны быть. Вот здесь. Вот здесь выпуклая.
Но вот я решила посадить их еще вот сюда ниже. Поэтому я вот с задней стороны ввожу черную пряжу, черную ниточку. И немножечко сделаю утяжку. Вот чуть-чуть. Чтобы наши глазки сели, ну, еще немножечко такие пониже были. Вот я вам сейчас покажу. Вот так вот я затяну. Смотрите, если мы так будем клеить, то вот они глаза сразу сверху, видите? А здесь вот они немножечко опускаются вовнутрь. Так вот. Вот я один глазик. И сейчас для второго затяжечку сделаю. Такую не сильную. Вот они просто поглубже сядут, будет красивее. Вот. Видите, еще глубже у нас мордашка получается. Здесь я завяжу узелок. И спрячем ниточку. В принципе, ее сильно можно и не прятать. У нас здесь будет голова пришиваться к телу. Ну, пока так я оставлю. Так. И теперь я глазки приклеиваю вот сюда на пистолет. Так. Вот один глазик. И вот сейчас будет второй. Эх, запутала. Обрежь. И теперь мы с вами будем вышивать носик. Носик будем вышивать белой ниточкой. Вот смотрите, я отметила треугольничек. Получается 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5, 6 и 7 и 8 рядом. Сзади выводим. Отметите себе, будет сразу видно, где нужно делать. Так. Теперь вводим сюда и выводим вот куда. И теперь можно еще на 1 или на 2 ряда, на 1 ряд. На 1 ряд, смотрите, вот так будет, на 2 ряда чуть длиннее. На 2 ряда я ниже опускаюсь и вывожу иголочку сзади. И вот она. Вот она, наша красота. Очень милая, правда? Здесь завязываем узелок. Ниточку не обрезаем, мы ею будем пришивать голову к телу. Во всяком случае, я обрезать не буду. Так, для нашей мордашки у нас еще осталось что? Остались ушки. Ушки мы пришиваем самостоятельно. Тут показывать особо нечего. Вот оно, наше ушко. Мы его складываем вот так. И пришиваем прямо по бокам, прямо вот сюда, вот под нашу шевелюру густую. И вот так вот пришиваем ушки. Вот такая у нас мордаха получилась. Классная, шикарная. Мне нравится. Вам напишите в комментариях, вам нравится или нет.
Все, берем наше тело. Она такая пузатенькая у нас получается. Значит, смотрите, если вы хотите ее сделать поуже, вы можете не делать последние там прибавочки, которые мы делали 36, а делать 30, и тогда она будет худенькая. Но у меня она толстенькая, потому что хочется, чтобы год был толстенький, приносил доход, чтобы она кушала от пуза. Так, смотрите, значит, мы нашу голову пришиваем к телу. Вот смотрите, вот он верх нашего тела. И мы пришиваем вот так, чтобы шевелюра совпадала с телом. Вот так. Вот. И сбоку будет смотреться вот так наша овечка. Угу. То есть я вот иголочкой прямо к шевелюре прихожу. Здесь закрепляюсь. И закрепляюсь вот здесь. Во. Вот так. Видите? И так прохожу немножечко по кругу. Пришиваем. Я думаю, здесь сложного ничего нет. У вас это прекрасно получится. Не пришиваем полностью. Где-то вот здесь будем делать расстояние. Будем оставлять голову, чтобы она не полностью вот прям совсем так вот прилипла, да? А видите, вот так вот, чтобы отходила немного. Видите, вот здесь. Дальше глубже мы не уходим. Не знаю, понятно я объяснила или нет, я старалась. В общем, где-то до вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, где-то между седьмым и восьмым рядом у нас крайний закреп идет. Вот так. Бежала. Уже готова бежать. Хотя ножек и ручек нет. Но сейчас мы все это исправим. Так, аккуратненько, не спеша. И пришиваем дальше. Вот, смотрите, я пришила тело. Вот такая у нас овечка получается. Забавная. Все, нам осталось пришить ножки, ручки. Это вы сделаете, конечно, самостоятельно. Здесь ничего сложного нету. Нож, ручки. Ну, вот здесь вот где-то пришиваем ручки. И ножки немножко внизу. Вот так. С этим вы справитесь сами. Вот такая забавная красота у нас получилась. Но мне хочется сделать здесь несколько еще штрихов. Это вы можете делать, можете не делать. Но мне почему-то захотелось вышить ей этот пузика. Не знаю, буду делать или не буду. Сейчас я сделаю, мы посмотрим. И как вам понравится, так и оставим. Вы мне потом напишите, хорошо? Вот, что еще не хватает? У каждой овечки есть хвост. И вот многие вяжут хвосты из черной пряжи. Я не вижу в этом смысла. Но мы с вами, наверное, свяжем хвостик для хвостика. Кольцо амигуруми. Но так как у меня, видите, такая пушистая пряжа, у меня нет кольца. Я 2 воздушные петли. И набираю 6 столбиков без накида. Шесть. И теперь провяжем. Я маркер даже ставить не буду. Второй ряд 6 столбиков без накида.
И третий ряд вяжем тоже 6 столбиков без накида. Такой, у овечки ж такой более длинный хвост, да? И еще 6 столбиков без накида. Так, вот так выворачиваем. А теперь, наверное, сейчас примерим. А теперь знаете, что сделаем? Теперь мы сделаем третий, это мы третий ряд связали. Четвертый ряд мы вяжем столбик без накида, убавочка. Да? Да? Так, столбик без накида. Ну, тут такая убавочки сложная. Так вот сделаю убавочка. Столбик без накида, убавочка. У нас получилось 4 столбика. Так. И теперь провязываем вместе. Сейчас вот этот хвостик спрячу вовнутрь. Хвостик от ниточки. Да? Как вам? О, овечий. И теперь провязываем один и второй. За обе стеночки мы соединили. Хвостик, он теперь у нас, видите, соединенный. Все, оставляем ниточку для пришивания. Я этой же затяну. Вот и все. И пришиваем теперь хвостик овечий. Вот сюда. А вот он, хвостик пришитый, класснючий, пушистый. Ну, в общем, я не знаю, надо здесь вот это вот. Давайте я вот сейчас сделаю. Вы посмотрите и потом обязательно мне напишите, нужен этот пупочек здесь или не нужен. Хорошо? Я очень жду ваших комментариев, как лучше оставить. Такой небольшой, наверное. Не знаю, большой, небольшой получится. Ну, давайте посмотрим. В принципе, ничего тут такого нету. Кто хочет, тот может вышить. Кто хочет, может не вышить. Так, я тут спрятала под хвостом ниточку. Вот такой вот пупочек у нас получается. Вот. Тут один, видите, хорошо видно. Второй в шерсти спрятался. Вот так. Завязываем ниточку. Кому понравилось, тот оставляет. Кому не понравилось, тот не делает. Правильно? Все, завязываем ниточку и прячем в серединку. И вот наша овечка готова. Она просто супер. Я от нее в восторге. И еще один небольшой нюанс. В шарфике она еще лучше, еще наряднее. И так, по-новогоднему. Да? Значит, шарфик вяжется очень просто. Я набрала 56 воздушных петель и с третьего крючка провязала столбиками с накидом до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли и соединительный столбик. Вот такая красота у нас получилась. Это может быть и брелок, и игрушка на елку, и просто такая вот овечка, которая будет сидеть рядышком с вами. Она прекрасно сидит, за счет хвостика опирается.
которая будет сидеть рядышком с вами или так ножки свои свесит, будет на какой-то полочке сидеть. В общем, вариантов украшения этой овечкой просто немерено. Пишите, куда вы будете использовать эту красоту. А я, конечно, и посажу, и повешу на елку, и буду как брелок носить. Все, до следующих встреч. Пока!